Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Мы продолжаем вести речь об обновлении 2.2.0 для eFootball 2023. И если в предыдущих роликах мы обсуждали слухи, потом уже официальную информацию, то сегодня предлагаю непосредственно ознакомиться с новым контентом, который появился в игре после апдейта. Но поскольку онлайн все еще недоступен, большая часть контента прошла мимо нас. Поэтому в рамках этого видео ведем речь о контенте, который был обнаружен в оффлайне. Его не так много и он разбросан по разным уголкам игры, но мы постараемся собрать его воедино. Как и всегда, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку это очень важно. В комментариях делитесь своим мнением, если вы уже успели опробовать обновленный геймплей. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. По традиции начинаем с веса обновления. Обновление до версии 2.2.0, как и всегда, на разных платформах весит по-разному и можно даже сказать индивидуально. Но если прикинуть в общей сложности, то на PlayStation 5 это около 5,7 ГБ, на PlayStation 4 это плюс 50 ГБ, на Xbox Series S или X это 20 ГБ, в Steam от 10 до 12 ГБ, ну и на мобилке это от 500 МБ и до 1 или 1,5 ГБ. Информация разнится, поскольку у каждого пользователя свой вес обновления, что на самом деле даже интересно. Как и обещали разработчики в официальном пресс-релизе, они добавили некоторые сборные для игры в оффлайн товарищеских матчах. И пока мы ждем старта нового сезона, вы можете заценить обновленный геймплей, сыграв за ту или иную сборную. Помимо новых команд для игры в оффлайне, также добавили два новых стадиона. Как мы упоминали ранее, это стадион Уэмбли и стадион Монце. Что же касаемо графики, то она опять же не сильно изменилась. Газон также не претерпел особо заметных изменений, но стоит отметить, что визуальная часть снова чувствуется как-то иначе. Может быть, это самоубеждение, но мне кажется, что цветовая палитра вновь изменилась. Также некоторые игроки сообщают, что немножко изменилась и анимация волос у футболистов. Насколько это правда или нет, мне приглядеться не удалось, к сожалению. Но что самое интересное, но в то же время загадочное, так это обновленные минифейсы игроков, потому что у некоторых игроков присутствуют реальные фотографии с их лицом, а у некоторых игроков это их 3D-модельки, которые выглядят очень даже четко. Некоторые 3D-фейсы на этих фотографиях выглядят даже лучше, чем в самой игре. Что касаемо геймплея, то ему будет посвящен отдельный ролик, но если поделиться первыми впечатлениями, то чувствуются изменения, особенно касаемо пасов, потому что передачи в этой игре стали идти намного быстрее. Движение же футболистов никак не изменилось, точно так же, как и скорость на первый взгляд, а поэтому могу отметить только передачи, которые опять же стали несколько быстрее, нежели раньше. Теперь же далеко не о основном контенте или контенте, который был обнаружен в файлах игры. Например, в игре неожиданно появился Марко Ройс в составе сборной Германии, хотя в реальной жизни Марко пропускает чемпионат мира из-за травмы и, соответственно, в заявку сборной не попал. И что он там делает, на самом деле загадка. Но его основной рейтинг в оффлайне очень даже радует глаз. Надеемся, что карточка в Dream Team также не подкачает. И еще один новый игрок, который был замечен нами, это Юлиан Брандт, также выступающий за сборную Германии. Насчет Брандта я не уверен, едет он на ЧМ или же нет, но по-моему нет. И поэтому его появление в игре также неожиданное. Вполне возможно, что в игре также затесались еще одни футболисты, которые отсутствовали в базе данных ранее, но пока нам о них неизвестно. Не дожидаясь старта нового сезона в eFootball, были слиты игроки из серии Big Time, которые ожидаются после завершения техобслуживания. Таким образом, в игре были обнаружены изображения Диего Марадонны, Ромарио, Джерарда, Скоуза, Батистуты, Фернандо Торреса, Андреаса Иньесты, Хабио Алонсо, Пуйоля и Накаты. Я более чем уверен, это далеко не единственные игроки, которые появятся в рамках этой серии, но они станут одними из многих. К сожалению, новых лиц мы здесь особо не наблюдаем, поскольку так или иначе все эти футболисты, уже были представлены в игре только за клубные команды. Но стоит отметить, что у большинства из них будут присутствовать индивидуальные празднования, поскольку присутствует соответствующий логотип. Также в файлах игры были обнаружены новые иконки форм. А если быть точным, то иконки комплектов национальных сборных Японии, Аргентины и Бразилии. У Японии присутствует аж целых два комплекта, в то время как у Аргентины и у Бразилии по одному. Все они отсылаются к реальным комплектам форм, которые присутствовали на чемпионате мира, и скорее всего они будут доступны в соответствующих премиум-паках. Форма сборной Аргентины будет присутствовать в премиум-паке со сборной Аргентины, но форма сборной Бразилии будет присутствовать в паке со сборной Бразилии, очевидно. Ну и напоследок, среди скриншотов для мобильной версии игры затесался скриншот с матчпассом прямиком из игры, где мы можем обнаружить контент, который ожидает игроков после старта нового сезона. Таким образом, обычный матч-пасс, который не требует приобретения, будет раздавать только очки прокачки и продление контракта на 60 дней, если я понимаю правильно.
Ценный матч-пасс уже будет раздавать 50 золотых монет в купе с также очками прокачки и, возможно, еще одним контентом. Но уже в свою очередь премиум матч-пасс будет раздавать 4-звездочные номинальные контракты и 5-звездочные номинальные контракты, если обратить внимание на это изображение. Ну и также здесь указан период с 17 ноября по 22 декабря 2022 года. Ну и в принципе на этом все. К сожалению, особо развернуться не получается, потому что без онлайна эта игра по сути обрубленная. И до старта нового сезона нам по сути дали пощупать этакую демо-версию, потому что опять же в оффлайне здесь сделать нечего. Повторюсь, графика не сильно изменилась, да, возможно визуальная составляющая выглядит немножко иначе, но ничего сверхъестественного, что было до этого. Разве что можно отметить немножко обновленный геймплей, но нужно поиграть побольше матч, чтобы прочувствовать все изменения, которые произошли после этого обновления, и насколько они оказались существенными. Но этим я займусь чуть позже. Уже завтра на нашем канале пройдет соответствующий стрим после старта нового сезона в eFootball, на котором мы рассмотрим весь новый онлайн-контент в режиме реального времени. Но уже в пятницу планируется видео-отчет по всему этому. Поэтому остаемся на связи, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну а в комментариях делитесь своим мнением, если вы уже успели опробовать обновленную eFootball 2023. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам приятной игры. До скорых встреч, друзья!